Всем привет! Сегодня я покажу храм, который был построен в 1737 году, замок графа Каракони 18 века. Прогуляемся по парку Каменница, где растет дуб, который был посажен в 1805 году. Найдем скульптуру сфинкса и поднимемся на холм Рос. Из Нови Сада в Сремскую Каменницу можно попасть через мост Свободы. Время пути составит 15-20 минут. Сремская Каменница является городом и в то же время городским районом Нови Сада. Впереди показался храм. Это храм Рождества Пресвятой Богородицы. Пока иду к храму, покажу вам Сремскую Каменницу. Дома здесь преимущественно одноэтажные, но встречаются и двухэтажные. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была построена в период 1737 по 1744 год на месте более ранней церкви. Построена она в моравском стиле с элементами барокко. Фасад церкви сделан из камня и кирпича. В середине 18 века была пристроена каменная колокольня в стиле барокко. В 1753 году был расписан иконостас, апсида и свод церкви. Посмотрите, над дверью какая роспись. Открыто. В 1797 году была сделана новая алтарная преграда, резьба которой объединяет элементы барокко и классицизма. Богородичный трон был расписан в 1876 году. Рядом с церковью расположен вот такой, не знаю, это источник, или нет. Сейчас проверим, вода есть, нет. Кстати, вода есть. Рядом с входом вот такая плита, и тут вот год указан 1750. Ребят, напишите, кто знает, что это такое. Посмотрите, сверху сердце, ниже песочные часы и череп с костями. Даты, кстати, я тут тоже вижу 1773, но не могу прочитать, что здесь написано. Если кто-то знает, был здесь, владеет информацией, напишите, будет очень интересно. Я в парке Сремская Каменница. Думаю, он тоже много важных и интересных фактов в себе хранит, которые еще не разгаданы. Там вон впереди вижу какой-то то ли туннель, сейчас узнаю.
кстати. Тут, походу, еще и змеи есть. Это, правда, маленькая и мертвая. Но летом, видимо, тут их большое количество. Вон, посмотрите, тут туннель какой-то. И он достаточно глубокий. Фонарика нет, чтобы туда подсветить. Рядом здесь родник вот такой. Ну а это Фрушка-гора, вернее ее склоны. На территории парка раньше было 5 озер, которые были соединены между собой. А это самый старый дуб на территории парка, который был посажен в 1805 году. В парке еще установлены такие столбы. В середине парка небольшой холм, который называется холм Роз. На холме находится скульптура из 4 столбов с персонажами, которые напоминают римских солдат. Есть мнение, что они представляют членов семьи Каракони, а холм играл роль комнаты для хранения льда. Отправляюсь дальше. Здесь где-то еще должен быть бункер. По-моему, вот он. Так что заглянем. Этот бункер расположен возле этих 4 колонн. Колонны вот наверху. Добрался я до замка графа Каракони. Построен он был в конце 18-го, в начале 19 века. В 1758 году граф Марчибани построил себе летний домик. Позже он построил на этом месте небольшой замок. В 1836 году граф Каракони женился на графине Марии Марчибани и получил этот замок в качестве приданого. Нынешний вид здания получило путем перестройки и пристроек с 1834 по 1836 год, когда был благоустроен и построен английский ландшафтный парк. Замок, наверное, это громко звучит. Огромный дом. Но для тех времен, наверное, это был реально замок. Сын графа, Евгений Каракони, был последним владельцем замка, который был национализирован в 1920 году. Сейчас в этом замке какой-то документальный центр располагается. Дверь закрыта, попасть туда невозможно. Можно изнутри посмотреть.
Это фасад здания с левой стороны от центрального входа. Ну, здание, конечно, огромное. Гуляя по парку, вот нашел такую табличку, где рассказывает, что раньше в парке было очень много скульптур. Кстати, вот так выглядели раньше скульптуры. А тут вот сфинкс. Сейчас мы на него посмотрим. У сфинкса отсутствует голова. Тут можно заметить крылья, хвост. Вот все, что от него осталось. Делитесь вашими впечатлениями в комментариях, подписывайтесь на канал. Всем пока!